Всем привет! С вами Костян и Евгений. Сегодня он приехал и запросился на морепродукты. А куда ж еще его притащить, кроме как местечко, где супер свежий из аквариума и, да, дорогущие морепродукты. Жень, народу ты полюбился. Скажи, пожалуйста, им два слова. Полгода назад у Кости вышел обзор на этот ресторан. Я его, ну как ресторан, это на самом деле стритфуд, но очень антуражный. Я его увидел, захотел снова, очень захотел во Вьетнам. И вот я здесь, чему очень рад. И мы именно в том месте, где Костя снимал предыдущий обзор. Мы набрали очень больших, классных морепродуктов. Не знаю, что из этого выйдет. Вот, я по вам всем скучаю, вы крутые. Костя, тебе большое спасибо, что привез сюда. Ребят, всем хорошего обзора. А мы начинаем пробовать дорогущих, вкуснющих морепродуктов. В общем, назаказывали мы всякого. Сказать, что дорого, ничего не сказать. Но на то у нас здесь и Женя за кадром. К сожалению, в кадре он по своим каким-то причинам не может участвовать. Но комментарии из-за кадра обязательно от Жени будут присутствовать. Так что мнение туриста, как говорится, который сюда приехал и вот это все пробует, обязательно будет. Это тебе, Ром. Лето в городе – та еще духота. Скрасить рабочие будни и зарядиться витаминами помогут домашний лимонад или холодный морс. Самое то в жару. Они, кстати, есть в доставке еды Foodband. А с моим промокодом Костян25 вы еще и сэкономите. Дарю вам скидку на все-все-все заказы и любые блюда. Хоть каждый день бери разную вкуснятину. Чем больше заказ, тем больше скидка. Foodband сами все приготовят и доставят круглосуточно по всей Москве, Алматы и кое-где еще. Например, в меню Foodband много разной пиццы, ею удобно делиться в офисе или в большой семье. Или же, если не едите летом тесто, берем зожный и сытный покебол с лососем. Или же, если хочется рыбки, возьмите роллы. Есть и большие сеты на всю компанию. А еще в меню Foodband лапша с креветками, закуски. Ну, что тебе больше нравится? В жару не забываем, есть больше овощей. Вот баклажаны, например. А вот домашний лимонад. Кстати, для предпринимателей работает франшиза Foodband, если мечтали открыть кафе с доставкой в своем регионе. Ну а тем, кто просто уже хочет поесть, лови скидку по промокоду Костян25 на все заказы. Все по ссылке внизу. И приятного аппетита. Ну вот и устрицы подоспели. К сожалению, именно как их разделывали, нам заснять не удалось. Ну да и ладно. Ребят, я первый раз такое вижу. Я, честно говоря, не знаю, тот ли это случай, когда больше лучше или больше это не очень. Но попробовать обязательно это надо. Здесь нам из соуса подали соевый смесью с васаби. Да, и принесли еще отдельно соевый, что очень любезно с их стороны. Дело в том, что конкретно здесь они решили все-таки гостей не рассаживать и, ну, как говорится, у дороги вот это все, поэтому они, конечно, здесь готовят на пару, либо отваривают только. И, соответственно, если человек заказал, то ему с собой это все выдают. Либо приезжает граб, и опять же, ровно то же самое происходит. Пара человек как раз так сейчас и заезжала. Поэтому да, здесь посидеть у нас получается исключительно за счет того, что мы здесь уже известные люди, потому что не раз приезжали, обзоры снимали, и хозяин любезно нам это все позволяет. Так что да, за морепродуктами сюда, но брать их придется с собой. Что, в общем-то, может быть и не самый плохой вариант, потому что, как я понял из комментариев, люди не все любят сидеть вот в таких вот, знаете ли, спартанских азиатских условиях. Ну что, отрывайся давай до конца. Ага, вот, порядок. Давайте размешать, залить и попробовать. Ну, выпить из этой лохани, знаешь, как из чарки, это, наверное, вряд ли получится, но как-то справимся. Хватайся, хватайся. Ой-ё. О, вот так. А у них еще любезно вилочка нашлась. Вот это да.
Ну, наморепродуктился я уже прилично. Это надо точно сказать. Соленой воды много. Она практически вся из соленой. Я могу сказать следующее. Вот именно устричного вкуса, насыщенного, как будто бы в ней меньше намного. Это вкусно, неплохо. Слишком много даже, на мой взгляд. Жень, давай, ну вот, тут мы заказали несколько свежих, несколько на пару. Будем, естественно, тоже сравнивать. На мой взгляд, это, знаете ли, слишком большая штука. Да, ты вот с соевым, с лаймом там вот как хочешь. Я вот с этим вот местным попробовал. Ну так, он слегка забивает вкус, это нежнее вкус. Я бы чуть-чуть соевого и лаймика, тоже 2 капельки. Давайте Вот. Потому что вот то, что он сделал, здесь васаби, какие-то травы еще дополнительные. На мой взгляд, это немножко лишнее. Да, вот Женя правильно делает. 3 капельки соевого и, знаешь, так вот ровно 3 еще капельки лайма. Вот правильно, и все. Во-во-во-во, типа того, да. Я таких устриц даже в кино не видел, честно говоря. Я здесь уже ел устриц, но раз в 5, наверное, меньше по размеру. Ну, посмотрим, отличается ли вкус. Ну, типа того, да. Да, надо отдать должное, что это здесь одно из самых дешевых блюд, если так можно сказать. 75 тысяч донгов за килограмм. Да. Поэтому попробуем. Здоровая хрень, капец. Тебе не страшно? Ну, честно говоря, выглядит так себе. Но давайте пробовать. Водичкой запить можно, если соли не хватает. Соли здесь даже чересчур, на мой взгляд. Это правда. Ну, честно говоря, мне кажется, что как экзотика один раз взять такую здоровую устрицу попробовать, наверное, есть смысл, но вкусовые качества оставляют желать лучшего. Мне кажется, маленькие приятнее. Да, там понасыщеннее вкус, там ты чувствуешь, что ты такой, о, это устричка. А здесь здоровый кусок, извиняюсь, мотни какой-то, да? У нас есть еще на пару, может быть, Ну там да. будет лучше. Давай сразу, не будем долго, как говорится, откладывать. Вот у нас 2 такие штуки, они выглядят абсолютно одинаково. Это на пепельницу похоже, прям, смотри. Как в лучших отелях, короче говоря, такая пепельница. А вот, кстати говоря, как трофей забрать, так сказать, скорлупку, Ну да, вполне себе дома куда-нибудь поставить. Ладно, мы не пропагандируем ничего. Я думаю, что на большее она вообще ни на что не способна. После приготовления на пару, кстати, она заметно уменьшилась в размерах. Ну да, это правда. Давай тоже теперь я с лаймиком. Вот так. И чисто соевого. Может быть, это даже вкуснее. Да, это определенно вкуснее. Вкус слегка приготовленности для такого размера устрицы подходит больше. Жень, да, давай тоже мнение твое обязательно послушаем. Да, я На мой взгляд, да. Что касаемо вот этих огромных, здоровых штукенций, ребят, на пару, да. Однозначно. Вот малюсенькие, да, смело как семечки, они дешевские, значит, смело как семечки, лайм, соевый, свежак, отлично, здорово. В случае же с этими, да. У меня за кадром супруга, я дам ей попробовать, она сырые... А мы можем эту попросить на пару или как? Да не надо, я, честно говоря, не думаю, что там сильно ситуация... Сильно отличается. Сильно отличает? Ну, давай сейчас, Надь, попробуй, и мне там оставь чуть-чуть. Ну что, я попробовал. На самом деле действительно разница большая. Ушла вот эта вот ядреная соленость. Она осталась, но уже в гораздо меньшем количестве. Вкус устрицы при этом сохранился, морской. Ну вот, честно говоря, если маленьких, наверное, стоит есть все-таки сырыми, то вот таких больших однозначно на пару приятнее. Да, да.
тут мы полностью солидарны. Ну и мы быстренько летим к следующим, а именно к гребешкам. Стоят они по 700 тысяч донгов за килограмм. Мы взяли вот 5 штучек. У нас получилось почти килограмм, то есть 644 тысячи донгов. Вот эти вот 5 гребешков. Ну, памятуя о том, как это было в прошлый раз, а это было очень и очень круто, я ровно так же их и разделаю. Сначала вот это вот все. Вот так. А пятачок напоследок. Я не знаю, тут все вот это вот съедать мне. А, они походу все это... А, не, вот эту вот часть я не хочу, да. Вот кишочки я не хочу. А юбочку эту вот с соевым обязательно. Ну, гребешки, ребят, с тех пор особо не изменились. Я, конечно же, очень еще надеюсь вот на эту штуку. Юбка вкусно, все здорово. Обязательно ее съедайте первой, потому что вот это намного-намного круче. Сам себе завидую. Я пошел. Ну, серьезно? Знаешь, как говорится, не дам. Я не уверен, что нужен соевый. Если и нужен, то вот такая пипирка. Это волшебно. Просто здорово и классно. В этот раз они даже чуть-чуть его передержали, на мой взгляд. Он должен быть чуть посырее. Но все равно это великолепно. Это одно из тех блюд, из-за которых я захотел сюда приехать. В прошлом обзоре эпитеты Кости были настолько просто вот хвалебные, что очень хочется вживую это попробовать. Сейчас узнаем. Правильно, да, вот эти вот кишочки, значит, в бок. Да, действительно, не стесняйся. Здесь можно руки помыть прекрасно, мы все это сделали, поэтому без проблем, естественно, все это лучше руками делать. Только я вот икры не встретил в этот раз, да? Да, у меня икра похожа, вот эта икра, да, Кость? Или нет? Нет, икру бы ты отдельно. А, нет, значит, у меня нет икры. Да, вот. вот у нее есть, да. Кому-то повезло, кому-то не особо. Так, Но ну это что, ладно. попробуем мантию, как Костя сказал первый. Ну да. Ну это вот у тебя, да, что-то наподобие икры там есть. Так ты полностью этот пятак очищай. Мне тоже повезло немножко с икрой. Я ее сейчас попробую отдельно. Мантия хрустящая, пожевать. Вкус морской. Приятная консистенция. Это вкусно, правда. Это непривычно, но вкусно. Попробуем икру. Икра даже немножко сладенькая такая. Да, это правда. Очень интересный вкус. Ну и то, собственно, что Костя говорит здесь самое главное, это вот этот вот большой пятак. Ребята, это не передать словами. Я даже не знаю, на что это похоже. Это очень нежное мясо. До гребешка. Оно немножко сладковатое, с морским привкусом. Но это ни на что не похоже, да, это похоже вот... Это здорово, это круто, это точно надо попробовать хотя бы один раз. Божественно. Ни на что не похоже. Ну вот, собственно, за этим, как бы, знаешь, можно заезжать, но черт побери, дороговато. Дороговато, но точно стоит попробовать хотя бы раз. Ну это да, это правда. Ладно, едем далее. Нам уже все приготовил, и чтобы не остывало, метайте. Нам принесли крабов. И вот такие вот ножницы, я не знаю, у меня бабушка вот когда шила что-то, вот отрезала тканями, вот, и больше ничего. Вот как этим разделать вот это, я вообще не представляю. Вот сейчас... Это ладно, это отковыривается. Вот что с клешнями, вот с этими могучими делать. Ну что, будем сейчас как-нибудь отковыривать и разламывать. Ну, сейчас Костя добрая. проведет мастер-класс. Нет, Тойн будет здесь делать.
Да хрен там плавал. Не разломать. А я тебе говорю, ты вот этими ножницами, это, я не знаю, жесть. Это не камчатский, у которого легко отходит. Ну, честно говоря, такого антуража вы нигде не найдете, чтобы вот такие дорогие блюда, сидя у дороги, бабушкиными ножницами разрезать, это прям... Ай-яй-яй-яй. Что-то вроде... О. So, what we gonna eat from here? Here, just you eat the skin like this. Типа вот так вот и есть. Окей, давайте попробуем. Прям с кишками, что ли? Вот здесь guts. No, Это жирок, я так понимаю, Кость. no, eat This is yummy. yeah. Oh my goodness. Yes. Она говорит, вот это тоже все съедай. Ну ладно, сейчас. Все ради вас. Эта часть как печенка. Я, признаться, ожидал, что будет что-то такое не очень. Но нет, это вполне себе съедобно. Ну, это вот белок у него там сварившийся, да? Изнутри имеет смысл вот это все повыедать, да. Это неплохо. Ну ладно. Жень, тоже обязательно попробуй. Сейчас Туин отковыряет. По виду это похоже на... Когда наших русских обычных раков чистишь, у них на панцире Ну, пленочка. пленочка вот это, да. и жирок, да. Да. И вообще считается, что это очень полезно и вкусно. Ну вот сейчас попробуем, выглядит так себе, честно говоря. На вкус лучше, чем выглядит, это однозначно. Я вот эту хрень бы хотел как-то расковырять. Слушайте, это вкусно, это правда похоже на нежную печеночку, слегка солененькая, но это не вызывает никакого отторжения. Не, на вкус вообще да, неплохо. Вкусно, неплохо, действительно. Я параллельно расковырял вот одну эту небольшую ногу, сейчас попробую само мясо. О, у нас тут есть специальный человек в виде Туин, который вот это для вас делает. А вот это, ребят, да. Краб в таком виде шикарен. Сладкий. Слегка такая горчинка крабья. Кто знает, тот знает. Но о чем говорить? Вот если краба заказывать, то вот такого размера и, соответственно, просто сидеть отъедаться. Ну вот, знаете, он тоже идет по 700 тысяч за килограмм. Один крабик, сколько он там выходит? Грамм 800. Грубо говоря, 600 тысяч. Вот один такой краб. Взял себе 2 гребешка, взял себе одного вот такого краба. Где-то на лямчик выйдет, да? Ну, плюс-минус. Можно еще даже на сдачу, как говорится, устрицей там закусить. А вот, как говорится, и все, да? И вообще у тебя будет все хорошо. Ты в лицо вот такого краба, представляешь, что заточить? Да вообще огонь. Слушай, я попробовал вот эту большую клешню. Скажу сразу про маленькие, про вот эти вот. Ага. Один большой минус, когда их разрезаешь ножницами, остается много крошки. Ну и да. на зубах она хрустит не очень приятно. Вкус крабовый, да, приятный, но вот эта вот штука большая, вот я ее тоже попробовал, здесь прям концентрированный такой вкус краба. Я такого не ел, конечно, никогда. Это не похоже ни на крабовые палочки, ни на что. Да, это прям вот
краб, вот я не знаю, с чем его сравнить. Да ни с крабом? чем, да, ни с чем не сравнить. Он такой солененький, консистенция очень приятная, он одновременно вроде как и нежный, но при этом текстура чувствуется, то есть это не каша. Да. Вкусное мясо, однозначно стоит того, чтобы попробовать. Скажу так, мне гребешок, наверное, по вкусу и консистенции понравился чуть больше, но если вы хотите попробовать крабов, точно не берите маленьких. Я ел до этого маленьких, вот, которые здесь продаются везде в аквариумах, они с ладошку размером. Там мало того, что ты 5 минут в нем ковыряешься, и такого вкуса там нет. То есть здесь прям отличное вкусное мясо, нежное, хорошее. Я думаю, что это того стоит. Ну, у нас сегодня тут будет на всех, как говорится. Не, ну, естественно, мы поможем, да. Если зубы есть, можете и сами, как говорится. Не, с зубами... Не-не-не, вот это зубами не надо. Вот эти вот ножки, они еще вполне, ладно. Окей. Стоматологи нынче стоят дорого, поэтому я бы не Да, рисковал. поэтому надо поаккуратнее. И вот здесь, ну вот это та самая печенка, Ну, это вилочкой тоже закурили. съедобная штука. Давай уберем. И вот здесь вот та самая роза краба, где дохренища мяса еще. Это бы раздолбать нормально и все вот оттуда повынуть. Там мяса очень много. Да, и еще хотел сказать пару слов. Наверняка среди подписчиков много любителей наших вкусных, хороших раков. И я сам их очень люблю, постоянно их кушаю. Так вот, ну, есть мнение, что крабы, там вот это все, это то же самое, что наши раки. Нет. Вкус совершенно другой. Наши раки, мясо чуть послаще. Кому-то, наверное, даже понравится больше, чем вот этот краб, но они совершенно разные. Однозначно, у краба мясо более соленое, другая консистенция и прям вот ярко выраженный вкус. Поэтому сравнивать все-таки, я считаю, вот наших обычных волжских там или любых российских раков с крабами не совсем правильно. Хотя, на мой взгляд, опять же, вот лично мне, наши раки все-таки нравятся больше. Ну, это смотря как еще приготовить. Здесь натуральный вкус, понимаешь, без всяких вот этих вот укропов и тому Да, подобного. здесь согласен. Я, когда варю раков, обычно добавляю лучок, морковка, укроп, соль. Вот это все. Здесь это только пар и натуральное мясо. Поэтому, наверное, да, ты прав. Сравнивать не совсем правильно. Но, если честно, я просто представляю себя на месте обычного туриста, который вот приехал, заказал вот такое, и у которого нету рядом помощника в виде туин. Я не представляю, как без, так сказать, знаний, что с этим делать, вообще можно это съесть. Выглядит это очень сложно. Ну да, вот эту вот часть, особенно розу вот из этого всего. Ребят, извините, что вот так, но по-другому крабы, блин, не едятся. Пока ты вот это съешь, ты весь изгваздаешься, порежешь руки. Это Я точно, не знаю. да. Вот здесь в этом плане вот внутренности не такие простые и легкие в поедании, как это может показаться. Вкусно капец. Очень, очень И вкусно, да. Я понимаю, да, когда народ говорит такой, ну возьму крабика себе. И, знаешь, там, на час. И ты на час будешь сидеть вот в этом всем ковыряться. Но вкусно, да. Знаешь, надо сделать отдельную услугу, чтобы к этому крабу можно было докупить вьетнамца, который его весь разделает и почистит. Ну, в целом, кстати, да, потому что сварить, как говорится, дело не хитрое, а вот ты его съешь потом. Роман. Как говорится, special offer для вас. Вытаскивай, Тонь, для чего это самое, из клешней вытащи. Слушай, ну да, этот краб действительно намного вкуснее, чем вот эти местные обычные, но глядя на все вот эти мучения, оно того не стоит. Но вкусно. Ты знаешь, я хочу добавить следующее. Оно ни того не стоит. Оно стоит пробовать это в тех местах, где есть специальные люди, которые для тебя это сделают.
Пусть за отдельную плату. Пусть вот подойдет к тебе человек, значит, и вот сознанием дела, как говорится, раз, да? И ты, соответственно, такой, о, ребят, спасибо, благодарю. И сидишь вот уже нормально с комфортом, правильно? Ну вот. А, соответственно, таким вот образом, конечно же, когда ты сам себе предоставлен, и у тебя ни инструментов, ни умения, ни знаний, ну да, получается, конечно же, несколько помучиться. Ладно, с этим товарищем все должно быть попроще. Ну, выглядит, конечно, прям огонь. Что еще сказать? Гулять-то гулять, да? Я несколько раз был на Кубе, и они там называют лобстерами лангустов, у которых вот этих вот больших клешней нет. Лангусты здесь тоже в аквариуме Ну да, есть, да. но мы не стали, да, их брать. И мне очень интересно, будет ли какая-то разница во вкусе, или это все-таки одно и то же, просто с клешнями. Вот сейчас и узнаем. Кстати, да, это интересно, потому что лобстер, лангуст многие люди путают, а это конкретно лобстер. Давайте пробовать и его. А что тут пробовать? Давай, смотри. Ох, ё-моё! Это икра. Она черная. Ты посмотри, она черная. Помимо того, что лобстер, так у него еще и черная икра. My love, is this caviar? Я первый I don't know. Я не раз в уверен. жизни такое вижу. Я не уверен. Слушай, ну это точно икра? Ну, по крайней мере, похоже. Ладно, сейчас Ну давай мы на тебе опробуем. на ком еще ты спрашиваешь? Не, ну это икра, да. Это однозначно по вкусу икра. Она и по консистенции даже икринки видно. Только я бы ее приготовил более круто, нежели просто вот так на пару. То есть, ну да. Не, это икра. Вон, видишь, икринки. Видал? Ну, давай я попробую. Раз уж ты приготовить надо подольше. Раз уж ты выжил, надеюсь, что я тоже. Не, ну ее приготовить надо подольше, да. Есть можно, но, как говорится, знаешь, чернила такие слегка горьковатые. То есть, а вот если ее чуть-чуть подольше приготовить, будет нормально. Все, я добыл. Ну вот у нас из хвоста получился вот такой вот намес чистого мяса. Ну что здесь говорить, здесь надо пробовать. Он похож на краба. Охрененно, сочно, вкусно. Приготовлено здорово. Они Не его передержали. не передержали, он прям, да, в самом соку, как говорится. Отличное мясо. Я взял огромный кусок, поэтому и жую. Но знаете, вот именно таким куском можно насладиться и сказать после этого: да, я не то что пробовал, а я нахрен пожрал лобстера. Понимаешь? Это очень здорово, на самом деле. И я хочу сказать, что мясо по вкусу все-таки отличается немножко от лангуста. Похоже, но Да. отличается. Если так, вспоминая лангустов, которых вот здоровых тоже хвосты, вот эти все пробовали, только на пару, ребят, обязательно. Здесь своего вкуса более чем достаточно. Не нужно никакие вот эти соевые, там вот это все, забудьте. И уж, прости господи, не надо варить со всякими лемонграссами и Точно тому нет, подобное. точно Вообще нет. не надо. Это противопоказание для этого мяса. Так вот, если сравнивать с лангустом, здесь такое впечатление, что более томный вкус. Более, знаете ли, не хочется сказать грубый, но более насыщенный, мощный. У лангуста как будто бы понежнее. Хотя, опять же, мы пробовали, ну, это вот здоровый лобстер, да, ну и лангустов мы, в общем-то, тоже пробовали не маленьких. Поэтому здесь как бы, ну вот, они, по большому счету, одно и то же,
Этот более насыщенный, наверное, так. Да. Насыщенный в плане более именно такого, знаете ли, концентрированного вкуса. Лангуст, да надо и то пробовать просто и выбирать, что тебе больше нравится. Понежнее или так помощнее. Здесь, соглашусь, вкуса чуть побольше, чем в лангусте. И, может быть, не знаю, так приготовлено, но по консистенции как будто он чуть Пожестче. Да, Пожестче. похрустящий, пожевать немножко. Но это даже классно. То есть это ни в коем случае не то, что резина, ты жуешь, Да. нет. Это именно вот похрустеть чуть-чуть, вот пожевать, прям замечательно. Мясо очень вкусно. Да, вопросов нет, они действительно отличаются. Сейчас вот попробуем еще раз добыть клешню. Ну и да. Ну а вот, А у нас вот еще, эту вот всю вот эту часть, опять же, мы сейчас уже, наверное, не будем вот с этим всем заморачиваться отсюда, добудем мясо из клешни, потому что здесь, конечно же, тоже дохрена мяса. Как вы понимаете, вот под этими ногами здесь везде уестся еще. Вот если того самого краба, наверное, один человек вполне себе потянет съесть, то вот одного этого нет. В одну репу? Нет. Нет, точно нет. Однозначно нет. 100%. Но Это тут на двоих, а то, может быть, даже и на троих. нужно еще понимать все-таки, что это чистый белок. Ну да. И казалось бы, что вроде мяса немного, но оно прям белковое, насыщенное. Да. И съесть в одного вот это, Это даже будет лишнее, вы знаете, Да. существует такое белковое отравление, да, оно при этом не отравление, оно перенасыщение, и, соответственно, да, с этим нужно быть аккуратным. Роман, Да, слушай, мне тоже оно очень понравилось, но на мой вкус, точнее, на мой взгляд, ничего общего с лангустом вообще не имеет. Потому что у лангуста мясо нежнее, здесь оно более плотное. ну мы об этом и сказали. Вот, и вкус вообще совершенно другой. А так супер, что лангуст, что лобстер. Оказалось, что это все очень вкусно. ну и у нас интрига дня, наверное, это клешни. Да, Вот это сейчас вот, да, будем то, пробовать. что показывают в фильмах, огромные вот эти штуки. Да, вот сейчас мы будем их разламывать. Давай. Ать! Ну это я совсем, давай вот отдельно. О, вот так, держи. Вот, а это вот отдельно потом. А здесь Да, на ну пару. вот так. Да, поэтому... Я хотел от этой отломить, ну ладно. Как получилось, так получилось. Потому что так-то они отламываются легко просто. Ну вот эти вот перья, как говорится, это не надо. Кстати, вот скажу еще тоже пару слов. Когда мы были на Кубе, опять же, несколько раз, там вообще нет такого, как готовка на пару. То есть они все отваривают, либо грилят. У них на пару не готовят нигде. И попробовав здесь морепродукты, приготовленные на пару, однозначно хочу сказать, что это лучше и вкуснее, чем отваренные либо на гриле. Нет, вы просто посмотрите на это. Это лобстер за сколько, Кость, там 1000 рублей? Его просто колотушкой об железную трубу фигачат. Вот это я понимаю. Ой, господа, как же это выглядит вкусно. Просто потрясающе. Ребят, вы просто посмотрите на эту клешню. Это просто не клешня, а котлета. Лобстерная котлета, как это правильно назвать? Ну, потрясающе просто. Обалдеть. О, добыл. Из клешни, смотри, хорошо как. Не из клешни, а из ноги клешни. Ну ты понял, короче. Ага. Из предклешневой части. Ты знаешь, вот когда ты представляешь себе, как ты будешь есть лобстера, да, тебе в кино, знаешь, ты видишь чистый ресторан, красивые столы, и там вот это все. Но в такой атмосфере, мне кажется, даже вкуснее. Клешня обалденная, я уже попробовал. Очень вкусное мясо, очень нежное. И вкус в клешне прям концентрированный. Если в хвосте он был такой помягче, то здесь прям вот лобстер-лобстер. Что же лично мое мнение? Это по-прежнему отличное место. Может быть, даже хорошо, что они решили больше здесь именно не устраивать подобие ресторанчика, посиделок и так далее. Это сегодня было исключительно для нас
И на этом как бы все. По-прежнему вкусно, по-прежнему дорого. Лучше, свежее, ну, тут вопросов нет. Жень, твое впечатление? Да, ну, друзья, конечно, это очень дорого, что тут сказать, но живем один раз, мне кажется, точно стоит это попробовать. У меня никаких претензий сегодня ко вкусу ни одного блюда нет. Все очень свежее, все очень классно приготовлено, ничего не передержали, супер. Ну, конечно, да, сервис, когда ты заказываешь такие дорогие морепродукты и в них сидишь вот так вот, ковыряешься, немножко, так сказать, ощущение, наверное, смазывает, но самое главное, конечно, вкус, а он замечательный. Ну а с вами был Евгений. И Костян. Всем пока. О, здесь-то вот сверху кишки. Слушай, ты посмотри. Не, вот эту белую, это все съедать можно? Да, ты посмотри, сколько икры там. Это все икра, Кость. Да нет, а там особо и нет ничего, Кость. Не, здесь ты чего? Нет ничего. Вот это вскроешь, там внутри охренеешь от количества мяса. Ты чё? На, смотри. А, слушай, да, действительно. Действительно. Бери. Я уже не могу. Да ладно. Ну на. Я не могу. Да хорош на. Ребят, извините, что вот так, но по-другому крабы, блин, не едятся. Не получается. Нет, вот без этого должно получаться. Без того, что у тебя валится все нахрен.